Ребята, всем привет! Наконец-таки мы рассмотрим, что там внутри этого чемодана, который я привез из Подмосковья. Дима просто взял и отдал мне его. А вещь-то, ребята, совсем не юзанная. Ну что, давайте посмотрим, что там. Шок, ребята, здесь огромный квадрокоптер. Он просто исполинских размеров. Давайте разложим уже наконец и посмотрим габариты. Здесь, кстати, весь комплект, вплоть до инструкций, все есть. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я так посмотрел, вроде бы все на месте, ну, кроме батарейки. Но батарейки у меня есть. Нужно лишь будет перепаять вот эти разъемы, и можно будет, в общем-то, пробовать его запускать. Вот такие вот моторчики установлены. Вроде бы не маленькие. Так, защелочками все защелкивается. Размерчик тот, что надо. Вещь довольно-таки жесткая. Хотя, конечно, жесткости много не бывает. Вот так выглядит аппаратура. Судя по инструкции, она 12-канальная. Здесь много рычагов управления. Есть регулировки камеры. Вот они. Также много переключателей. Ну и здесь вот что. Вообще-то аппаратура как-то наоборот сделана. У меня вот этот вот стик, который остается на месте, он находится с этой стороны. Это как бы немножко неудобство может доставить. Ну, как бы для использования на квадрике, думаю, проблем не будет. Если куда-то в другое место ее пробовать использовать, то нужно перестраиваться под другое управление. Видите, здесь даже все целлофанки на месте. Нульц, ребята, полный нульц. Я уже зарядил батарейки, можно даже включить, посмотреть. Так, стики надо. Оп, так, есть, вернули. Ну вот, видите, запустился монитор. Если бы была включена камера, она бы уже тоже запустилась, но она не включена. Где-то здесь должен быть передатчик. Так, это не он. Это подвес на видеокамеру. В комплекте, кстати, она тоже есть. Вот такой вот подвесик. Получается трехосевой. Это камера. Есть антенка под нее. Ну и сама маленькая камера. Она, правда, с каким-то объективом таким длинным, выступающим. Но сама по себе она небольшая. И по характеристикам может снимать лишь Full HD 30 кадров в секунду. И фотки делать. Кстати, камеру можно любую ставить. Можно даже большой фотик прикрутить. Оно его потянет. Сразу буду все собирать. Первый раз в жизни вижу камеру, похожую на GoPro с антенной. У меня есть маленькие камеры. Тоже FPV. Но они прям совсем маленькие. Там открытая антенка. Вот такая, ребят, совсем микрокамера. Микро-микро. Здесь, видимо, внутри тоже такая же антенка. Только объективчик побольше. То есть, получается, камеру, если запитать, то она сразу должна уже передавать будет на аппаратуру. Нужно лишь предварительно настроить. Интересно, есть ли здесь звук? Хотелось бы. Потому что вот эти квадрики без звука, это... Ну, почему бы звук туда не встроить? Не могу понять. Почему их делают без звука? Ну, по крайней мере, Mavic, вот, которым я пользуюсь, он без звука снимает. О, резьба. Резьба сорванная. Подключается только лишь питание. А вот куда, надо разобраться. Вот, скорее всего, вот сюда. Что-то мне подсказывает, что это правильно. К подвесу подключается. Ну, а к самому квадрику еще 3 проводами будет подключаться. Вот они. Кстати, на камере сзади, я вам не успел показать, были переключатели. Я о них вспомнил, когда полез в инструкцию, чтобы проконтролировать, правильно ли подключил. Здесь вот видите, много всяких настроек указано. Вот это вот и хотелось бы все освоить, так сказать, экстерном, по-быстрому. Вот здесь были переключатели на камере, и вот видно, что
что и как их можно настраивать. То есть это несколько каналов для видеосвязи. 8 каналов получается. Ну а вот по мегагерцам, какой канал на какой частоте работает. Получается, камера, она просто смотрит и отправляет видеосигнал. Все остальное управление идет по другому каналу 2,4 ГГц. Судя по картинкам, можно и GoPro-шку сюда подключать. Вот она нарисована. Даже есть какой-то кабель здесь, видимо, в комплекте. Это однозначно радует. Шасси здесь убирающиеся, с сервоприводами. Сделана, кстати, железка очень качественно, все фрезерованное. Красота, да и только. Устанавливается вот таким вот образом. Так. А что, они одинаковые, что ли? Да, тут не ошибешься, можно устанавливать как угодно. Они одинаковые абсолютно. Видно, есть какие-то защелки. Раз. Есть. И два. Какая-то роскошь, ребята, какая-то роскошь. Так. Косяк нашел. Отверстие для защелок не в том месте сейчас. Вон они там, естественно, что оно не защелкнется. Нужно перекручивать шестигранником. Что-то как-то не туда прикрутили его. Как такое возможно? Ого, а закручено-то лихо. Проблемы у меня, винтики не хотят откручиваться. Они на клею, один я смог открутить, остальные прокручиваются. Поэтому, наверное, сделаю следующим образом. Сделаю точно так, как на второй ноге. Вот здесь есть отверстие, углубления, здесь их нет, они отсутствуют. Сейчас промерю и просверлю шуриком, будет все окей. Сделано, конечно, все очень основательно, очень красиво. Весь этот фрезерованный алюминий. Видно, сколько труда затрачено. Не знаю, стоит ли оно того. То есть, в принципе, можно гораздо проще это все делать и будет точно так же работать. Ну, вещь качественная, ребят. Есть. Нет, и все-таки не верю я своему счастью, ребят. Такая крутая вещь теперь есть. Вообще фантастика. Защелочки, кстати, не простые, а конические. То есть, когда они входят в отверстие, они не дают болтаться стойкам шасси. А еще в стойке вставляется специальный кронштейн подвеса с камерой. Я уже вот его здесь подсобрал. Вот так он выглядит. Ну и естественно, так как вставляется сюда камера, то вибраций никаких быть не должно. Ни вибраций, ни каких-либо шатаний. Все должно быть жестко и без люфтов. Здесь удобные крутилочки, можно в любом положении зажать вручную. И все, так сказать, будет нормально. Шасси можно сложить пока. Кстати, инструкция мега непонятная. Вообще непонятно, что тут, как тут. Ну, по наитию вроде бы как получается все. Это подключение трехосевого контроллера. Здесь не ошибешься, здесь все подписано. Так, надо бы вот здесь открутить, добраться до мозгов. Тут хорошо, что хоть нормально откручивается. Есть какая-то пластмасска. Видимо, для защиты мозгов. Интересно, насколько его можно облегчить в целом. То есть, понимаете, да? Чем меньше вес, тем больше можно влупить батарейку ему. Оп. Вот оно все хозяйство. 4 регулятора оборотов. Так, это что? Это я не знаю. Это какие-то блочки питания, видимо. Видно 12 вольт, 2 ампера. То есть это бег какой-то. Все это на общей плате установлено. Мозги FCS 800. Пока ищу, куда здесь вставляются антенны. Ну вот вроде бы одну нашел. Вот сюда она прикручивается. Это GPS антенна. Вход у нее вот здесь. Такой жучок получается. Палочку пока вставим без антенны. Потому что иначе крышку не наденешь. Немножко подразобрался. Видно, что вот этот проводочек идет к GPS. На мозгах мелкими буквами написано, что это GPS. А второй проводочек здесь вот есть в связке. Он идет к компасу. Тоже прописано. И он идет, получается... Так, странно. Он идет туда же к компасу. А вот это что тогда за коробушка? Я думал, вот это вот там внутри компас стоит.
если честно. Вот здесь вот. Фу. Ну оно как-то все идет вот сюда. Может быть, все внутри этой антенны. Вообще, давайте посмотрим, что там внутри. Вообще, ребята, YouTube канал такая вещь, что вряд ли что-то позволит мне помешать сделать тот или иной шаг. Можно все делать, вообще, все, что хочешь. Как иногда подписчики говорят, я воплощаю их мечты в жизнь. Но это не в данном случае, это когда что-то делаю интересное на типу реактивного двигателя самодельного. Ну а здесь я вот свои мечты воплощаю, потому что интересно посмотреть, что там внутри и разобраться, что там вообще за модуль, где там компас, где все остальное. Вот так вот. Это выглядит, короче. Модуль в сборе. Вот там внутри есть какие-то микросхемки. Короче говоря, смотреть особо не на что, но видно, что штука эпичная. Да уж. Вот так, ребят, выглядит GPS на этом квадрике. Интересно, как его перевозить или переносить. Потому что с винтами, вот еще винты, он вообще станет огромным. И если его все время складывать в чемодан, разбирать, собирать, ну это просто ад, ребята. Я так делать не буду, я буду как-то делать по-другому. Наверняка можно какие-то другие винты попробовать поэкспериментировать, поставить, например, с большей тягой, но с меньшей скоростью. И тогда экономичнее будет квадрик и еще дольше будет висеть, летать. Мне как бы сама скорость не важна. Для скорости гоночные квадрики обычно создают. А мне важно, чтобы максимально долго он мог висеть. У меня как-то прям самоцель какая-то. Внедряем аккумы. Если один использовать узковатые, если два, они вот сюда не помещаются. То есть, получается, нужно покупать более крупные аккумы, чтобы эффективно использовать пространство. Ну, вообще держится более-менее нормально. Еще бы развесовочку здесь как-то сделать, потому что камера, она оттягивает на себя. На 3 лентах должно нормально держать. Каких-то супер пируэтов пока что не планируется делать. Планируется научиться для начала и не разгрохать эту чудо-вещь. Первое правило. Что разгрохать авиационную технику можно моментально. Секунда делов, и у вас нет самолета, либо квадрика. Очень быстро все в тартарарык можно отправить. Получается как-то так. На весь стол распластался. Все провода вроде бы на месте, можно попробовать. Фух, страшно. Опа! Подает признаки жизни. Оживился подвес. Заморгал светодиодик. Давайте включим аппаратурку. Вообще, конечно, аппаратурку раньше надо включать. Ну, мы включим позже. Опа, ребята! Заработало. Что-то вибрирует он как-то. Что-то ему не нравится. О, перекособочило камеру. Так, разобрался. Все нормально теперь. Видно, что подвес работает. Все просто было, ребят. На аппаратуре надо было покрутить просто и все. Расходы слишком большие. Ладно, ставим обратно. Камера уже показывает. Вот так. Вот он экран. Вот она камера. Можно вот так наклонять камеру. А так поворачивать вверх-вниз. Причем очень быстро. Все это, я думаю, можно настраивать. Также разобрался, как включать его. Нужно просто сделать вот так стиком. Раз. Оп. Все заморгало. И смотрим, что у нас тут получается. Даем газку. Оп. Запустились все движки. Винтики пока не ставил, потому что очень опасно с ними запускать. Вот так, ребят. Такая движуха сейчас пошла. Не знаю, как оно себя поведет с винтами, но пока что ведет очень странно. Здесь движки работают 3, кроме одного.
Если его как-то там пошевелить, например, вот так, звук изменяется. Если сделать так, он тоже начинает работать. А эти останавливаются. Вот, остановился один. Сейчас запустится, я вниз отклоню. Оп, запустился. В общем, ребят, очень какая-то сложная для меня техника. Это не Mavic, в котором уже все настроено, он сам зависает. Поставил один винтик, хочу попробовать на тягу. Один я точно смогу сдержать. Итак, поехали. Начинает все сдувать. Что-то заглючило его. Не поднимает сам себя. Как так-то? Не на всю работает, что ли? Как-то странно очень. Поставил все винтики. Что такое? Что не в порядке? Так. Пробуем запустить все. Так, не касается меня ничего. Так, есть. Активация. Ну-ка, поддать газку. Работает вроде бы. Ну, где-то не доходя до полгаза начинает как бы вес уже в ноль превращаться. То есть должно полететь. Все, надо калибровать, компас, все остальное. Ладно, ребята, у меня на этом все. Кому интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.